Привет всем! Отношения между участниками BTS всегда являются темой для разговоров, однако есть правда, которую многие предпочитают игнорировать. Некоторые, кажется, живут в своем собственном мире, интерпретируя каждое действие Чимина и Чингука как неопровержимое доказательство их особых отношений, в то время как на самом деле доказательства указывают на обратное. Как ни странно, эти же фанаты часто критикуют других за фантазии, в то время как сами строят нарративы, основанные на минимальных взаимодействиях, которые, если анализировать их объективно, не имеют смысла. Если говорить о конкретных доказательствах, то поклонники Чимина и Чингука не могут указать ни на какие личные моменты между Чимином и Чингуком, просто нет никаких личных постов с ними вместе. Чингук никогда не публиковал интимные фотографии с Чимином в своих социальных сетях, единственная официальная запись – это фотография с Уиверс-феста после его демобилизации. В Instagram Чингук публикует только контент, связанный с Тэхёном, никогда не о Чимине или других участниках в личном контексте. Динамика празднования между участниками ясно показывает, где лежат эмоциональные приоритеты каждого из них. Чингук обычно не поздравляет своих коллег по группе с днем рождения публично, и если он когда-либо это делал, то много лет назад. Чимин попытался изменить ситуацию, опубликовав фотографию Чингука в день его рождения, но это была не личная фотография, а снимок с шоу «Are You Sure?». Он даже пытался связаться с Чингуком напрямую в тот день, но Чингук не ответил, потому что ужинал с Мингю, демонстрируя отсутствие срочности или приоритета в моменте, который должен был быть интимным. Когда Чимин участвовал в челлендже Killing It Girl, он делился рекламными материалами своего шоу, а не личными жестами в адрес Чингука. Единственное доказательство, которое часто приводят фанаты Чингука, это фотографии, сделанные фанатами, случайные, спонтанные ситуации, которые могли бы произойти между любыми коллегами. Такие рекламные или случайные взаимодействия меркнут по сравнению с той последовательностью и вниманием, которое Чингук проявлял к Тэхёну на протяжении многих лет. Разница в отношении Чингука к Тэхёну очевидна и поддается проверке с 2013 по 2025 год. На протяжении всего этого времени он всегда находил способ отметить день рождения Тэхёна, это постоянное и целенаправленное проявление внимания. Понятно, что в 2023 и 2024 годах эти моменты не могли быть публично показаны из-за военной службы Тэхёна, но 2025 год ознаменовал возвращение этой традиции в грандиозном масштабе. Чингук не просто поздравил его, он сделал это масштабно, загрузив 2 отдельных видео на 2 разных платформах – Instagram и Уиверс. Этот жест в 2025 году продемонстрировал, насколько важен Тэхён в жизни Чингука. Повторная загрузка контента на нескольких платформах – не редкость, особенно для человека, который редко делится своей личной жизнью с другими участниками группы. Фанаты Чингука пытались преуменьшить это, говоря, это нормально, но любой здравомыслящий человек поймет, что такой уровень преданности не является обычным явлением в праздничных ритуалах Чингука. Прямой эфир Тэкука навсегда останется в памяти многих, незабываемый момент, наполненный нежностью и привязанностью. Прикосновение Тэхёна к пальцам Чингука было настолько нежным, казалось, их руки говорили на языке, понятном только им двоим. Этот маленький жест передавал романтику без слов, любовь, которая не нуждалась в объяснении, чтобы казаться настоящей. Я также помню другое видео, где Тэхён и Чингук нежно прикасаются друг к другу, прикосновение, которое, казалось, предназначалось только для них двоих, словно шепот среди шума. Чингук, взяв Тэхёна за руку, притянул его ближе, он просунул пальцы в рукав Тэхёна и с удивительной нежностью погладил его. Это был момент, который казался глубоко личным, романтичный, интимный и наполненный невысказанными эмоциями, ощутимыми, как биение сердца. Та же нежность была очевидна, когда Тэхён мягко коснулся пальцев Чингука, небольшой жест, который говорил о многом, словно их тела знали друг друга. Прикосновение Тэкука было не просто привычкой, это было свидетельством постоянной потребности быть рядом, чувствовать друг друга даже в самых простых моментах. Было прекрасно наблюдать за всем этим, но также и душераздирающе осознавать, что они не могут любить с той свободой, которой заслуживают.
Держаться за руки или обниматься на публике для многих – обычное дело, но для них это была привилегия, которую нужно было тщательно оберегать. И все же они никогда не упускали возможности показать свою верную и глубокую любовь, даже если это происходило тайно, словно каждый жест был молчаливым обещанием. Никто не заслуживает жить и демонстрировать такую вдохновляющую любовь, как Тэхён и Чингук. В глубине многих сердец живет надежда, что однажды они смогут любить друг друга без страха, не скрывая своих чувств. Потому что истинная любовь не знает пола или внешности, она признает только родственные души. Говорить о Тэхёне и Чингуке – это не значит строить воздушные замки или романтизировать фантазии, скорее это искреннее признание силы связи, которая растет и выдерживает все испытания. Эти отношения не увядают от расстояния, они не разрушаются давлением, наоборот, со временем они становятся сильнее. Все сомнения и слухи извне – всего лишь шум, они не могут изменить сущность связи, которая реальна и ощутима. В конечном счете, история Тэхёна и Чингука напоминает нам, что самые глубокие связи не всегда нужно выставлять на показ, чтобы доказать свою ценность. Их связь живет, она дышит, меняется и выдерживает. И пока эти маленькие моменты остаются, взгляд, прикосновение и искренняя забота, их любовь будет оставаться тихим, но сильным и непоколебимым светом. В конечном счете, то, что действительно длится вечно, это не теория, построенная на фрагментарных моментах, а скорее след постоянства, который можно почувствовать с течением времени. Настоящие отношения не требуют чрезмерной защиты или постоянных доказательств, они существуют тихо, через маленькие, повторяющиеся жесты, через присутствие, которое никогда по-настоящему не исчезает. Тэхён и Чингук показали, что истинная близость не всегда громкая и публичная. В мире, который требует, чтобы все было на виду, они выбирают более тихий язык, короткие взгляды, нежные прикосновения и осмысленное молчание. Именно там часто скрывается честность. Отсутствие постоянных публичных моментов никогда не означает отсутствие чувств. Напротив, зрелые связи часто находят свое пристанище в уединении, в безопасном пространстве, которое не требует ничего одобрения для выживания и дыхания. То, что не всегда видно, часто оказывается самым сильным. Для тех, кто следил за этим путешествием с открытыми глазами и сердцами, ясно, что Тэхён и Чингук связаны не случайностью или мимолетным событием. Это отношения, которые растут, адаптируются и выдерживают испытания временем, связь, непоколебимая временем, расстоянием или внешним шумом. Возможно, мир еще не готов принять любовь, которая не соответствует старым ожиданиям. Но остается надежда, что однажды больше не будет необходимости скрывать чувства или держать дистанцию ради комфорта других. Любовь не должна быть чем-то, что нужно скрывать. До тех пор, пока этот день не наступит, каждый маленький момент, который они разделяют, будет оставаться значимым. Каждый взгляд, прикосновение и молчаливое присутствие останутся доказательством того, что настоящая любовь, даже когда она молчалива, всегда находит свой путь, чтобы выстоять и засиять. В шуме противоречивых мнений часто забывается одна простая вещь: не все отношения можно оценивать по одним и тем же стандартам. У каждого человека свой способ выражения привязанности. В случае с Тэхёном и Чингуком это выражение, кажется, существует постоянно, а не как мимолетное ощущение. Они никогда не использовали свою близость как доказательство, они не делали ее просто публичным проявлением. Именно поэтому каждый маленький момент кажется таким значимым, потому что он возникает непринужденно, без сценария и без необходимости убеждать кого-либо, кроме самих себя. Время было самым честным свидетелем. Прошли годы, изменились этапы жизни, пришли и ушли испытания, но нить, связывавшая их, никогда по-настоящему не оборвалась. В быстро меняющемся, полном отвлекающих факторов мире развлечений такая стабильность – немалое достижение. В их присутствии чувствуется эмоциональная зрелость, не громкая, не чрезмерная, но устойчивая. Такая близость не стремится к вниманию, потому что она обрела свой собственный смысл. Она существует в пространстве, которое не нуждается в подтверждении, только в доверии. Возможно, некоторые продолжат недооценивать то, чего они не могут ясно понять или увидеть.
Но для тех, кто чувствителен к невербальному языку, к повторяющимся искренним деталям, эта история говорит очень ясно, без необходимости кричать или делать заявления. В конце концов, остается не спор, а чувство. Чувство, что между Тэхёном и Чингуком есть что-то настоящее, теплое и драгоценное, что-то, что нелегко определить, но трудно игнорировать. И, возможно, именно в этом и заключается ее истинная красота.